узнать, Есть ли жизнь после вокала в шкафу? автотюн лучший друг или стыдоба. Обо всем по порядку вы узнаете в серии следующих видео. Всем привет! Это мое третье заключительное видео, посвященное записи вокалу, и в нем расскажу о постобработке вокальных дорожек и минусовке, как почистить и свести вокальные дорожки, как их оттюнить, а также как сделать вокал более объемным и красивым. Ну что, за работу! Итак, вот он наш с вами проект, песня, которую мы записали в прошлом видео. Для начала я на мастер-трек повешу лимитер. Мастер — это такой канал, на который приходят все дорожки. И минус, и вокал. Мы находим лимитер в аудиоэффектах. Вот он. 2 раза кликаю. Здесь ничего не будем менять, он нужен для того, чтобы предотвратить вот эти дисторшены, если вдруг просто из-за того, что громкость слишком большая у наших дорожек, будет фонить. Лимитер будет это предотвращать. Итак, у меня есть 4 записанных дубля лид-вокала, главного вокала. И для начала я прослушаю каждую дорожку и выберу наилучшие дубли. Так, сейчас мне понравился больше всего вот этот отрывок. Послушаю дальше. Этот фрагмент мне понравился больше всего у этой дорожки, поэтому я сейчас вырезаю его, Command-I, и просто перетягиваю в эту дорожку. И слушаю дальше. Ну вот и все, я выбрала все понравившиеся мне дубли. Отмечу его немножко другим цветом, чтобы знать, что это мой главный дубль. А эти просто пусть здесь висят, вообще их уберу. Но не будем удалять, потому что вдруг в даблах мне ничего не понравится, я тогда смогу использовать еще эти кусочки. Ну вот как раз мне вот здесь не нравится хвостик, поэтому я возьму отсюда, наверное, что-то. А вот здесь мне вот этот кусочек не понравился. Все, здесь тоже заменила. В бэк-вокалах я записала по одному дублю, поэтому будем работать с тем, что есть. Дальше нам нужно почистить ненужные. Вот, например, да? Я просто вот так вот сейчас делаю. И delete. Также концовки. Теперь мне нужно сделать fade-in, fade-out, ну, то есть чтобы они плавно друг к другу въезжали. Если тут было какое-то дыхание, чтобы оно сравнялось. Также и в начале тоже. Дальше в следующих дорожках в дабл-вокале и в бэк-вокале нам нужно убедиться, что он по началу и концу совпадает с нашим лид-вокалом. То есть нам нужно проверить. Видите, здесь вступило раньше, поэтому надо будет двигать. В общем, стараемся как можно больше приблизить по ритму все наши бэк-вокалы и дабл-вокалы. Что делать вот в такой ситуации, если начало мы передвинули, оно совпало, а дальше вот такие вот места, где поются слова, если мы обрежем, то там очень сильно будет слышно. Для этого у нас есть отличный инструмент в Ableton, называется Warp. Вот он сейчас включен, если у вас он не включен, нужно на него нажать. И нужно обязательно проверить, чтобы темп совпадал с темпом нашего проекта. Мы выделяем этот наш кусочек. И вот начальная точка, мы ее закрепили. Она автоматически закрепилась. Здесь тоже на всякий случай 2 раза кликаем и закрепляем определенные транзиенты, это называется, где у нас несовпадение. Вот здесь вот, еще вот здесь тоже отмечу. Потому что если я вот здесь вот не отметила бы и потянула за собой, здесь бы тоже все потянулось. А так мы тянем только определенные начала фраз, которые нам конкретно нужны. Угу. Слишком сильно этим инструментом увлекаться не следует, особенно если это касается лид-вокала, который очень сильно будет слышно. Я могу так издеваться над этой дорожкой, потому что это дабл-вокал. И вот здесь вот, посмотрите, тоже очень важно, чтобы был выбран комплекс Pro. Тогда он не будет очень сильно коверкать вокал. Продолжаем. Но я в основном настолько сильно придираюсь к дабл-вокалу, мне хочется, чтобы это все-таки звучало одинаково, потому что это одна и та же мелодия. Что касается бэк-вокала, я не так сильно к нему придираюсь, потому что если прям совсем четко-четко одно к одному подводить, во-первых, на это очень много времени уйдет, во-вторых, если перестараться, то это может получиться слишком компьютерно, слишком роботически, поэтому все-таки какая-то должна быть живость. Иногда, если есть какие-то вот запоздания, либо бегание вперед, это ничего страшного. Но здесь вот
я вижу, явно прям убежала, поэтому вот это я все-таки подвину. Скорее всего, варпом я уже не буду пользоваться. В принципе, меня все устраивает. Ну и последний трек. Здесь надо только почистить вот эти пробелы. Итак, вся, в принципе, такая монотонная техническая часть закончена. И дальше не верьте тем, кто говорит, что он это не делает, потому что все популярные певцы делают это. Это тюнинг вокала. Я не использую автотюн, я, естественно, все тюню вручную, слежу за каждой ноткой. Конечно, нужно всегда стараться как можно лучше попадать в ноты, но даже, как я сказала, и известные певцы все равно тюнят свой вокал. Я использую Melodyne. Итак, что делает Melodyne? Вот мы нажимаем вот эту кнопку, это, по сути, запись идет нашего трека. Он записывает нашу дорожку к себе в программу. И даже если я захочу что-то исправить здесь, допустим, подвинуть какую-то часть или заменить другой, если у нас будет включен вот здесь вот Melodyne, то изменения не будут прослушиваться, потому что здесь они уже записаны, и они будут звучать вот из этого, по сути, плеера. Поэтому я сначала все вот здесь вот проверила, все стыки соединила. И самое главное, перед ним не должны быть тоже какие-то эффекты, реверберация, компрессия, потому что она тоже сюда запишется, вот этого плеер. Все, нажали вот эту кнопку красную, она загорелась, и запускаем play. И она записывается у нас вот сюда. Нажала на стоп, и вот он распределил у нас все звуки по ноткам. Вот они здесь прописаны у нас. Итак, как работать в этой программе? Если мы кликнем дважды, то у нас дорожка будет проигрываться только отсюда, акапельно. Чтобы перетягивать ноты по полутонам, ну, если совсем грубо, то мы просто так тащим, но так вряд ли нам понадобится делать. Чтобы совсем немножко ее перетаскивать, вот между полутонами, зажимаю Option и тяну. Также здесь я вижу, что у меня немножко в начале низит вокал, а к концу немножко высит. Чтобы сделать линию более ровной, есть вот здесь вот рядом с обычной стрелкой инструмент, я нажимаю на него и зажимаю, чтобы опуститься вниз и выбрать Pitch Drift Tool. Именно не вот этот, который просто Pitch Tool, а именно Pitch Drift Tool. Опять же зажимаю Alt или Option и немножко тяну. Все, видите, у меня теперь более прямая линия создалась. Здесь я немножко повысила, поэтому я... И вот так вот я все продолжаю корректировать дальше. Почаще сохраняйте проект, потому что иногда я забываюсь и нажимаю Command-Z, чтобы вернуть назад какой-то шаг, и он может просто применить Command-Z в целом к проекту, а не к нашей программе, и просто удалить Melodyne, потому что предыдущий шаг в Ableton был добавить Melodyne, поэтому я использую только вот этот Edit Undo. Каждый шаг практически я сохраняю. И, конечно же, в конце нужно послушать с музыкой, правильно ли вы все нотки там подобрали. Вот, в этом нет ничего сложного. Итак, каждую дорожку. Кстати, обратите внимание, здесь вот на концовках иногда есть вот такие вот полосочки. Это шипящие звуки. Иногда, если сильно очень потянуть, то там образуется такая неприятная волна. Слышите, такой... Вот, чтобы избежать такого эффекта, надо их отрезать. Вот есть инструмент такой, обрезки. Вот, и их не трогать, а двигать только нотку. И, конечно же, обязательно слушаем акапельно наши два трека, чтобы они совпадали по нотам. Можно иногда ошибиться просто. You really know how to make me cry when you give me those ocean eyes. Ну, соответственно, точно так же тюним бэк-вокалы. Итак, что касается еще технических коррекций с помощью посторонних плагинов, я использую Isotope RX7. Для вокала нам может понадобиться Breath Control. Это когда мы сильно компрессируем впоследствии вокал, чтобы увеличенная громкость наших вздохов сильно не резала слух, он немножко делает тише их. Также очень важный инструмент Deplosive. Plosive — это наши глухие согласные, П, Б. Чтобы они не выстреливали в микрофон, мы используем вот этот поп-фильтр. Но все равно вот в этой песне я встала очень близко к микрофону, и в каких-то местах может все-таки проскакивать вот этот взрывные согласные, поэтому я все равно применяю этот инструмент. И еще один инструмент Declick. Он вырезает такие всякие причмоки, цоканье языком. У меня есть уже, в принципе, готовые пресеты. Я их применяю на группу вокалов.
Вот он, mouth click, deplosive и breath control. Насколько я знаю, я здесь, в принципе, ничего не меняла. Это стандартное значение абсолютно. Итак, давайте я вам покажу простое сведение. Мы должны по громкости и по перспективе расставить все наши дорожки, чтобы они все гармонично друг с другом звучали. Сейчас я буду сводить нашу дорожку с минусом и вот всю нашу группу вокалов. И, во-первых, нам нужно свести громкость нашего минуса с вокалом. Минус я ставлю на 0 и слушаю, как вокал ложится в минус. Вот, мне кажется, такая громкость вполне удачная. Я люблю точные числа, поэтому пусть будет -2. Дальше слушаем, как ложится дабл-вокал. Мы его должны сделать тише основного вокала, но чтобы он тоже немножко читался. Думаю, что примерно -10. А также нам нужно его сделать немного стерео и развести по панораме вправо-лево. Это вот здесь вот наш инструмент. Я вот на 10 единиц его разведу. Здесь я поставила 10, здесь -10. 10 просто это вправо, -10 влево. Вот, мне кажется, лучше даже по 20 единиц развести. И сейчас из-за того, что я добавила дабл, вокал стал громче, поэтому я, наверное, еще вот здесь вот во всей группе сделаю тише. На -2 поставила. Теперь добавляю бэк-вокал. Бэк-вокал я сразу могу сказать, что я полностью их развожу вправо-влево до конца. Последний трек. Ну вот, по громкости и по панораме я настроила. Сейчас я покажу такой магический плагин. Для тех, кто вообще не хочет разбираться ни в сведении, ни в мастеринге в этом, просто сейчас автоматически инструменты сделай мне хорошо. Это все плагины компании Isotope. Это Nectar 3 для вокала. Я применяю прям сразу на группу вокала. Вы можете по очереди на каждую дорожку применить, ну я просто покажу принцип. Мы выбираем Vocal Assistant, Assist. Он послушает нашу дорожку с вокалом и создаст свои настройки, которые бы сочетались с миксом. Здесь мы выбираем современненькая у нас, и интенсивность, ну тоже средняя. Теперь мы просто проигрываем. Вот и все, он применил все настройки сразу. Pitch мы убираем. Зачем он нам, если мы уже сами все оттюнили? Вот он сам нам эквализировал, сам подобрал деэссор, который шипучие все звуки S, F прибирает. Еще раз применил нам эквалайзер, поднял здесь высокий, применил компрессор и добавил реверберацию. Ну и давайте послушаем до и после. Кстати, прикольно, да, мне нравится. Он убрал вот эти серединистые выскакивающие как бы звуки, добавил верхов, все это скомпрессировал. Теперь у нас мастер, мы это тоже лимитер убираем. Для мастера у нас тоже есть изотоп, называется Ozone 9. Точно так же Master Assistant, пусть у нас будет модерн. Давайте попробуем из референса, чтобы он взял у нас компрессию и эквалайзинг. У меня есть вот скачанный трек Billie Eilish, посмотрим, что получится. Ну и качество для стриминга. Все, это наш мастеринг, заключительная часть. Что-то он, по-моему, перестарался. Наверное, разные у нас треки с Billie Eilish. У меня больше там серединистых звуков, каких-то синтезаторов, скрипка у меня там постоянно играет. У него больше баса. Ну, это как вариант. Давайте попробуем, чтобы он сам просто анализировал, не применяя никаких референсных треков. Опять же, современный. Пусть будет медиум, стриминг. Так-то лучше. Давайте послушаем до и после.
Да, я слышу, что он вырезал середину. Я, в принципе, то же самое собиралась сделать. Сейчас вот впоследствии я вам покажу. Ну и трек стал более таким читаемым. Ну, в принципе, вот. Дальше я хочу показать, как вручную настраивать все эти плагины для тех, кто хочет больше разбираться, что такое компрессия, что такое эквалайзинг и так далее. Итак, давайте я вам покажу простое сведение, в котором я буду использовать только встроенные плагины в Ableton. Они тоже очень удобные и качественные. Просто я не буду сильно заморачиваться с настройками. Покажу, как можно не вдаваться в детали, а быстро и просто сводить свои вокальные демки. Выделю все вокалы, нажала на первый, зажимаю Shift и на последний. Group Tracks. В аудиоэффектах ищем компрессор. Но мне больше просто нравится в этом виде работать. Более наглядно получается. Задача компрессора — сжать звук, но когда звук сжимается, по нашим просто чисто физическим ощущениям, дорожки оказываются громче. Чтобы этого избежать, здесь у нас есть параметр out. Мы будем делать здесь громкость тише, чтобы сравнить громкость до компрессора и после применения компрессора. Я сейчас слышу, что немножко даже сильно я зажала. Немножко отпущу его. You really know how to make me cry when you give me those socials. Ничего страшного, что я туда-сюда буду громкость менять. В этом заключается сведение. Мы постоянно слушаем, постоянно что-то пробуем, меняем, исправляем. Да, теперь мне хочется все сделать погромче. Я тогда выделяю все дорожки. Прибавила еще на 2. Послушаем с применением компрессора и без. Слышите, да, иногда какие-то слоги, слова проваливаются без компрессора. Он позволяет нам услышать все звуки. Что мы еще можем здесь применить? Это эквалайзер. Вот в аудиоэффектах есть EQ8, то есть здесь можно использовать 8 точек эквалайзинга. В принципе, здесь отображаются низы, это хорошо, потому что могут все-таки в микрофон попадать какие-то посторонние шумы. Задели стойку, соседи постучали по стене, и это как бы такой вибрацией низкочастотной записалось. Обрезаем здесь. Ну и верха тоже немножко мы обрежем. Это тоже как бы только артефакты мы обрезаем. Если у вас не очень дорогой микрофон, возможно, в нем не будет хватать верхних частот, поэтому здесь вот можете вот эту немножко подзадрать. И вот эти вот все частоты высокие, они придают вокалу четкость, и за минусовкой его будет лучше слышно за счет вот этих верхних частот. Но у меня, в принципе, и так очень хорошо записываются верхние частоты, поэтому я не буду использовать это. Также вот можно немножко середину убрать. You really know how to make me cry when you give me those socials. I'm scared. Never falling from what is high, falling into your ocean. Ну вот примерно так может выглядеть ваш эквалайзер. Я, наверное, оставлю только отрезанный низ и вверх, чтобы чисто избавиться от каких-то артефактов, и все. Ну и, конечно же, реверберация. Я буду применять разный уровень реверберации к разным дорожкам, потому что, например, бэк-вокалу сильная реверберация может навредить и добавить каши. Чтобы этого избежать, я на основной вокал добавлю больше всего реверберации, а на остальные дорожки по чуть-чуть совсем. Вот на этот бэк-вокал мне бы хотелось побольше реверберации, потому что он такой там необычный, витающий какой-то. Хотелось бы, чтобы он более был летающий в пространстве. Вот на
конечно, любитель сильной реверберации. Для меня сейчас это мало, но я пытаюсь себя остановить, больше не добавлять. Возможно, потому что я не привыкла к этой реверберации, я использую другую. Ну, так примерно может выглядеть настройки реверберации. То есть побольше на лид, побольше вот на эти какие-то вокализы. На дабл меньше всего я добавила, потому что на лиде уже есть реверберация. И на бэк-вокал какое-то среднее значение. Давайте еще попробуем применить такой инструмент, как сатуратор. Это такая волшебная кнопка «Сделать лучше», которая может приукрасить вокал. Это тоже своего рода компрессор, просто он вытягивает тихие обертона вокала и делает более таким объемным. Давайте послушаем вместе с ним, как это будет звучать. В принципе, на стандартных настройках мне нравится, как звучит. Более объемный становится вокал. Давайте еще попробуем применить дилей к вот этому вокализу. Это у нас тоже в этих return треках под номером 2. Давайте послушаем отдельно, как это звучит. Еще мне очень нравится пинг-понг. Он распределяет, таким стерео делает. Еще давайте добавим фильтр, отрежем высокие и низкие частоты и сделаем такой эффект немножко пленочный. Давайте послушаем, как это в треке звучит. Сейчас, конечно, слишком много его. Сделаем автоматизацию. Нажимаем здесь вот эту кнопочку. И нажимаем теперь сюда. И у нас дорожка вот эта с нашим эффектом дилея. Мы будем только на концовке добавлять дилей, чтобы у нас были вот такие вот красивые концовки. Чтобы меньше вот этих хвостов было, мы можем убрать фидбэк немножко. Здесь вот, мне кажется, не нужно. Все, просто вот эти два хвостика сделали. Для красоты хватит. Хорошего понемножку. Так, ну что же, в принципе, вот мы и свели вокал. Теперь посмотрим на мастер. Чтобы определить громкость конечного трека, конечно, нам одного вот этого вот лимитера не хватит, потому что здесь не совсем видно, что происходит. Попробуйте сделать вот здесь вот гейн побольше и послушать, чтобы это совсем не уходило в дисторшн. На таком уровне, наверное, нормально. Но я просто этот лимитер не очень люблю, потому что я не вижу, что там происходит с нашей волной. Я использую инструменты FabFilter, что мне очень нравится дизайн. Здесь все понятно, все видно. Вот видите, да, какая у нас волна? Она не доходит до этой красной линии, поэтому можно еще немножко скомпрессировать. Лимитер точно так же поднимает низкие звуки, делает их громче. И в целом у нас уплотняется трек. И вокал с нашей минусовкой тоже склеиваются между собой, и они уже слушаются не как отдельные части. Ну да, в принципе, я здесь тоже вот около 3 поставила. Ну и в целом у нас, в принципе, все и готово. Итак, а сейчас я покажу, как у меня на самом деле обработан вокал в моем изначальном проекте. Все дорожки, которые я записала, как я уже показала, я оттюнила и добавила RX Isotope эффекты, поэтому здесь у меня только чистая обработка. Кстати, в прошлом видео я забыла упомянуть о том, что не обязательно во всей песне записывать дабы, бэки и так далее. Вот у меня в куплетах, например, просто лид-вокал записан один. И благодаря этому в припеве добавляется еще динамика, и слушать просто интереснее. Давайте начнем с лид-вокала. В принципе, у меня одинаковые эффекты стоят, что на куплете, что на припеве. Здесь у меня целая цепочка эффектов.
Пока что отключила все остальные вокальные дорожки. Будем слушать по очереди влияние каждого плагина. Первым у меня стоит эквалайзер от компании FabFilter. Это мои самые любимые плагины для обработки звука. Здесь, в принципе, такая же картина, как я вам показывала на стандартном встроенном эквалайзере. Отрезаны низкие и высокие частоты, а также немножко середины. Здесь эквалайзер играет такую чисто техническую роль, чтобы вычистить ненужные призвуки и частоты. Дальше у меня стоит компрессор, тоже FabFilter. Достаточно агрессивные настройки у меня здесь. Ну, в принципе, я просто вот уменьшила threshold. Давайте послушаем, как звучит. You really know how to make me cry when you give me those ocean eyes. Дальше у меня еще один компрессор от компании Arturia. Здесь я применила просто пресет Vocal Pop, немножко его изменила. Как видите, output немножко увеличила. И само влияние компрессора уменьшила до 50%. Этот компрессор эмулирует аналоговый прибор и добавляет некую такую теплоту и густоту вокалу. You really know how to make me cry when you give me those ocean eyes. Дальше у меня стоит сатуратор, опять же от компании FabFilter. Теплая пленка. И на средних частотах немножко поднят уровень, чтобы опять же добавить сочности нашему вокалу. You really know how to make me cry when you give me those ocean eyes. I'm scared. Так, теперь, когда мы очень сильно зажали в компрессоре нашу дорожку, начинают очень сильно выстреливать шипящие звуки. Поэтому мы применяем de-esser, опять же компании FabFilter. Здесь вот я выбрала такие настройки. You really know how to make me cry when you give me those ocean eyes. И дальше, конечно же, мое самое любимое — это реверберация. Здесь у меня стоит два ревера от компании Valhalla. Это Room, он у меня стоит на низких значениях. Он тоже выполняет такую некую роль дабла, потому что из-за того, что там задержка очень короткая, создается тоже такой пространственный объемный эффект. You really know how to make me cry when you give me those ocean eyes. Видите, что хвост очень короткий, а длинный хвост у меня Valhalla Vintage. Это мой самый-самый любимый ревер, я его добавляю вообще на все инструменты. Здесь он мне прибавлен на 18%, пределы я совсем убрала. И очень важно, я добавила low-cut, чтобы низкие частоты не реверберировались. Послушаем, как теперь звучит. No fair. Так звучит наш основной вокал. Те же самые настройки стоят у меня и на вот этом вокализе. Переходим к дополнительным вокалам, к бэк-вокалам. Здесь у меня все очень просто. Два эффекта стоит на группе, на самих дорожках ничего нету. Здесь у меня просто стоит компрессор и очень-очень сильный de-esser, чтобы заглушить как можно сильнее все вот эти вот эски. Потому что если на конце они звучат в разное время, их не было так сильно слышно. А также на бэк-вокале у меня стоит реверберация на минус 10 единиц. Так, давайте по очереди добавлять дорожки и слушать, как это теперь звучит. Слышите, да, как дабл-вокал добавляет сразу объем. И, естественно, сам вокал становится громче. Еще хотела вам показать один фокус. Я это подслушала как раз у Билли Айлиш. Прямо со всеми эффектами. Я взяла вот эти все вокальные дорожки, вывела в отдельный трек и просто нажала вот на эту кнопочку Reverse, что значит перевернуть. И просто подставила в этот проигрыш. Если вы послушаете оригинал, то услышите то же самое на самом деле. Здесь я еще добавила кучу ревера и немножко дилея. Давайте теперь еще посмотрим, что у меня висит на мастере. Здесь у меня на самом деле тоже много всего. Так, давайте по очереди послушаем влияние каждого эффекта.
Но я все-таки включу лимитер, просто чтобы звук был громче, эффекты были слышнее. На самом первом месте у меня стоит эквалайзер от компании Melda Production. Это автоэквалайзинг. В чем тут вообще весь прикол? Вы можете загрузить сюда любой трек референсный. Ну, вот как раз нашу Билли Айлиш. Он его анализирует и потом копирует все настройки на ваш трек, чтобы он звучал по эквалайзингу примерно так же, как и ваша песня. Поэтому мы сейчас берем Билли Айлиш, перетаскиваем к нам сюда. Вот сейчас мы будем анализировать. Проигрываем сначала Билли Айлиш. Never falling quite this high, falling into your ocean eyes. Он впечатал нашу частотную картину Билли Айлиш. Мы ее убираем. Теперь анализируем наш трек. No fair. You really know how to make. Все, зелененьким это отпечатался наш трек. И теперь эквализируем наш зелененький трек как красненький трек. Он мне нарисовал вот такое значение. Естественно, у меня не на полную катушку он работает, на 38% и немножко сатурации. Добавляются вот низкие частоты, бас, а также высокие частоты. Следующий у меня тоже эквалайзер, я настроила сама. У меня есть просто проблема, я это знаю, потому что я добавляю очень много среднечастотных инструментов, это синтезаторы, здесь у меня еще скрипка, гитара, поэтому часто в этом спектре у меня очень грязно. Таким образом, я решила немножко это исправить. Также здесь добавлены высокие частоты. И вот эта частота, она у меня немножко усмиряет скрипки. Дальше тоже компрессор. Здесь не такие агрессивные настройки. Немножко просто опустила threshold. Дальше также сатуратор. Здесь я красила преимущественно высокие частоты, H плюс 2 и 3. Очень сильное влияние оказывает, мне прям очень нравится. И это у нас озон. Он расширяет нашу стереопанораму. Слышите, да, даже бэк-вокал становится еще более слышно за счет этого эффекта. Ну, как я уже показала, это у нас лимитер. Он в целом увеличивает громкость песни и еще больше склеивает все инструменты друг с другом. И чтобы не переборщить с лимитером, я использую вот этот измерительный инструмент от компании Waves. Здесь я смотрю, чтобы не сильно вот эти пики выпирали, и чтобы это значение было минус 11, минус 10. Ну что, друзья, надеюсь, что мои советы будут для вас полезными. Теперь вы так же, как и я, сможете записывать вокал дома. Мой готовый результат вы можете послушать по ссылке сверху. Делитесь этим видео с своими друзьями-вокалистами, а также подписывайтесь на канал. Помимо музыкальных советов я выпускаю еще музыкальные видео на интересные каверы и на свои собственные песни. А с вами была Марион. Хорошей вам кармы!